Вот еще можешь название этой орхидеи показать. Угомонились. Да, все. Название орхидеи. Да, забыли показать название орхидеи. Вот так называется эта орхидея. Так, товарищ профессор, вы уже все проверили. Лежать. Все. Молодец. Отлично. Добрый день, друзья. Сегодня хочу показать вам пересадку орхидеи катасетум. Или морковка. Эта орхидея появилась у меня недавно, с декабря прошлого года. И приобрела я ее на предновогодней выставке. Когда приобретаешь такую орхидею, особенно зимой, у нее нет листьев. А почему ее называют морковка? Потому что остаются только вот такие бульбы без листьев. Особенность этой орхидеи в том, что она выпускает молодой рост. Если она готова к цветению, она цветет летом, а на зиму сбрасывает все листья и остаются только вот такие похожие на морковку бульбы. И с наступлением весны у орхидеи появился новый рост. А как мы знаем, у бульбовых орхидей растут корни только от новых ростов. И эти корни появились. И вот самое благоприятное время для пересадки таких орхидей – это как раз наличие новых молодых корней. Товарищи слушатели, давайте вы не будете мешать. Он принес Юле. Игрушку. Юле, он Принес Семе игрушку. принес Семе игрушку. Зовет его играться, а Сема не реагирует. Ричи, ты самый сегодня активный, ты мешаешь. Отдай ему игрушку, он, наверное, не будет мешать. Сомневаюсь я. Рекомендуют пересаживать такие орхидеи раз в 2-3 года. Но я думаю, что даже можно пересаживать раз в 3-4 года. Это зависит от наличия и количества бульб. То есть есть куда бульбам расти, пересаживать не нужно. Некуда, все пространство горшка заполнено, значит нужна пересадка. Но вот в этом случае я хочу сделать пересадку. Во-первых, растет она в мху и просто по краю насыпана кора. А орхидея очень красивая. Это черная орхидея. Конечно, у меня нет фотографии цветения орхидеи, потому что она еще не цвела. Но, наверное, во всемирной паутине мы найдем фотографию и поставим пример цветения этой орхидеи. Давайте я извлеку орхидею из этого мягкого пластикового горшка и посмотрю, как сделать пересадку этой орхидеи. Извлекается она просто, и вот сейчас вам хочу показать. Действительно, кора, вот эта, она просто насыпана. Растет она и росла в мху. Конечно, разбирать я это ничего не хочу. Это же не пересадка. Это нельзя назвать пересадкой. Это называется перевалка в больший горшок. И снизу вот растут корешки. Посмотрите, а вот растет грибочек. Ну, грибочек мы, естественно, такой маленький грибок. Даже гриб. Я его просто уберу. Мне кажется, что кора крупная для таких корней. Но если она легко не снимается и не удаляется, эта кора, я ее трогать не буду. И даже оставлю этот маховой стакан. Посмотрите, какое переплетение корней. И
расплетать их или же доставать оттуда этот мох не имеет смысла. Вот растет она в этом мху, ну и пусть растет. Горшок я решила, что я возьму 1,6 литра. Причем вот эта кора, она не разложившаяся. Я ее положу вниз горшка. Не потому, что нужно создать какую-то среду. Вот часто говорят, обязательно при пересадке нужно положить какую-то часть старой коры. Нет, это совершенно не обязательно. Просто она еще не разложившаяся, она еще долго послужит. Вот года 3-4 она и послужит орхидеей. А посадить ее нужно вот так вровень с верхом горшка, потому что бульбы растут только наверху. И никогда не нужно бульбы засыпать грунтом, потому что основание бульб должно всегда быть чуть-чуть выше уровня грунта или прямо на самом грунте. Но засыпать бульбы нельзя, иначе будет гниение. Какой грунт я буду использовать? Так как для меня эта орхидея новая, ну, сказать, что я буду делать экспериментальную посадку, нет, я буду делать обыкновенную посадку, но, конечно, с корой. Но рекомендует какой-то легкий грунт. То есть, вот мох я не могу назвать легким грунтом, потому что он всегда спрессованный, всегда влажный. Но грунт должен быть воздухопроводимый. Ну, кора является воздухопроводимым грунтом, если она уже не спрессована, вот как земля в ком. Ну, при разложении коры получается такой ком. Поэтому и рекомендуют пересадки через 3-4 года, когда кора начинает сильно разлагаться. А если кора свежая, средней фракции, я буду использовать мелкой фракцией, то можно ее смешать с керамзитом, с небольшим количеством керамзита, и это будет воздухопроводимый грунт. И обязательно для бульбовых орхидей я буду добавлять в посадку гранулы аминосила. Ну, во-первых, бульбовые орхидеи очень любят удобрения. Вот летом можно буквально с каждым поливом использовать удобрения. Но для того, чтобы не забывать, когда я делала полив с удобрением или без удобрения, я положу гранулы аминосила. Прямо смешаю с грунтом. Для горшка 1,6 литров я возьму всего 6 гранул аминосила. Сейчас отсчитаю. Потому что передозировка такого концентрированного препарата плохо повлияет на корни. Вот смотрите, всего 6 гранул. Добавлять такие гранулы можно раз в 30-40 дней в горшок. Потому что они при поливе рассыпаются, и за месяц от них там практически ничего не останется. Вот каждые 30-40 дней добавляйте 6 гранул аминосила в бульбовые орхидеи. Прямо в горшок, но чуть-чуть их прикапываете. На такой объем? На такой объем, да. На меньший объем горшка, меньшее, конечно, количество гранул. На больший горшок большее количество гранул, но не столовыми ложками. Вот на 3,5 литра горшок можно добавить чайную ложку таких гранул. Ну, теперь давайте я составлю грунт. У меня осталось немного грунта от посадки фаленопсисов. И это грунт 50 на 50 керамзит с корой. Я возьму небольшую часть этого грунта. Вот смотрите, совсем чуть-чуть. И добавлю мелкой коры. Все это делается на глаз. Никаких супер пропорций я не соблюдаю. Но коры будет больше, чем керамзита, раза в 2.
Я просто смотрю, что у меня получится на объем горшка. Сколько мне нужно грунта на вот этот объем. И сюда же, в этот грунт, я бросаю гранулки аминосила, просто смешиваю с грунтом. Как они там распределятся? Но распределяться, потому что весь грунт будет использован. У такой орхидеи посадку нужно сделать не по центру горшка, а оставить пространство для роста новых бульб. Но вы знаете, здесь такое большое количество мха и вот этих вот растущих, хороших, здоровых корней, что почти по центру горшка все равно получается посадка. Ну, постараюсь прижать корни вот к одной стороне горшка, а с этой стороны насыпать новый грунт. Но, видите, глубоко орхидея стоит в горшке, и для того, чтобы сделать эту посадку чуть выше, я вот этот новый грунт, буквально 2-3 ложки, положу вниз. Я никогда не делаю дренажного слоя типа керамзит, а потом уже субстрат для орхидеи. Я даже в хое, в фиалке, когда их выращивала, у меня росли бугенвиллии, да, у меня много что росло за мою жизнь, я никогда не делала дренажного слоя. Ни в одних растениях, даже те, которые росли в земле. Ну вот, как-то мне он совершенно не нужен. И у орхидей я тоже этого не делаю. Никогда. Ну, тем более, как раз таки двойной горшок и является дренажом. Потому что если вода какая-то лишняя, она просто стекает во второй горшок. Вот теперь видно, что есть, да и раньше было видно, но раньше я не стала этого делать, есть сухие корни, которые находятся сверху. Вы видели, что основные корни зеленые, такие светло-зеленые, они остались в горшке. А вот эти сухие корешки, которые сверху, видимо, в период покоя они подсохли, и они не работают, их можно отрезать. Но бульбовые орхидеи, даже если бы я достала орхидею, а у нее были бы там сухие корни внутри, с которыми нужно делать посадку, я бы не стала их отрезать. Во-первых, они удерживают орхидею в грунте. Конечно, сухие корни, они не работают. Вот эти бульбы передают новому росту свои питательные вещества. Очень часто бульбовые орхидеи соединены общим корнем, ризомой. Вот так они и растут друг за другом, вот от бульбы, от этого корня. Его можно не заметить, этот корень, но они растут вот в этом сообществе. Одну бульбочку выращивать очень сложно, потому что она всего одна отдает свои питательные вещества новому росту. А когда 3 бульбы, вот это самый идеальный вариант для бульбовой орхидеи. Если вам кто-то хочет подарить бульбовую орхидею, пусть подарит сразу 3 бульбы. Это потенциал роста этих орхидей. И эта орхидея не исключение. 3 бульбы с одним корнем. 3 бульбы с одним корнем, это сказать немного неправильно. У каждой бульбы есть свои вот эти корни, которые растут, и общий корень ризома. Единым корнем, извините. Единый корень, да, с единым корнем. Единый корень – это ризома, и у каждой бульбы свои собственные тонкие корни. Это если рассказывать совсем простым языком, а не вот этими научными терминами. Мне кажется, что лучше просто понимать, как это происходит, нежели рассказывать вам какие-то заумные... Туберидии. Да.
Пусть идеально и правильно называют все части орхидей биологи. А если вам хочется узнать, как это все вот сказать идеально и правильно, ну, вы всегда можете отыскать это в интернете. Почитать. Почитать, да, почитать. И знать, что это называется туберидий. У одних бульб одно название, а у других другое. И блеснуть в каком-нибудь обществе знаниями. А для меня главное не само название вот этой красивой бульбы, а здоровое растение, хороший рост и цветение. Я надеюсь, что в скором будущем, не этим летом, а скорее всего следующем, она зацветет. И если она зацветет хотя бы одним цветком, я буду просто счастлива. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Так. Вот еще можешь название этой орхидеи показать. Угомонились. Да, все. Название орхидеи. Да, забыли показать название орхидеи. Вот так называется эта орхидея.